Okay. Revelation chapter 12. Откровение, 12 глава. Chapters 12, 13, and 14 are like a sermon based on the text of the seven trumpets. 12, 13, 14 глава представляет собой проповедь на текст, открытый при седьмой трубе. The seven trumpets have given us themes of what is going to happen during the 40 years of the intertestamental era. Эти 7 труб представляют собой ту тему, которая будет звучать в этот 40-летний межзаветный период вновь и вновь. Now we will get a sermonic application that will explain to us in more detail what some of the actual history is. И здесь нам будет полезным понимание действительной истории для того, чтобы углубиться в значение текста. Read verses 1 to 3 of chapter 12. 12 глава с 1 по 3 стих. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим». Now, if you were an ancient person reading this, Если бы вы были древним человеком, читающим этот отрывок, you would instantly think of certain constellations in the sky. вы бы сразу же представили некоторые небесные видения и знамения. Созвездия. If you are a modern person and someone refers to a birch tree, Если, например, вы современный человек, и кто-то вам скажет слово «береза», you know what that is, вы знаете, что это? okay? And in the ancient, Someone said Russia. yeah, Кто-то даже сказал из зала России, ну, возможно. they refer to a tulip, you know what that is. И если мы скажем тюльпан, тоже все прекрасно знают, что это. 5 points of candle. In the ancient world, if you refer to an oak tree, you know what that is. В древнем мире скажешь слово «дуб», сразу понятно, о чем речь. And when it says there's a sign up in the sky of a woman about to give birth, Поэтому, когда речь идет о знамении на небе, женщина, рождающая, and there is a dragon facing her to try to snatch away her baby, и дракон наблюдает за ней, пытаясь выхватить ребенка, we can step outside at night and see those things. можно выйти вечером на улицу и увидеть все это. They didn't have electric lights, Понимаете, им фонари уличные не мешали. so you could still see the sky at night. Поэтому, представляете, там ночью небо было видно. So along the constellations that follow the path of the sun, Созвездия, которые идут за Солнцем, here is the Virgin, есть созвездие Девы, and right under her feet are the scales. а под ногами у нее весы. She gives birth to the scales that will rule the world. Она рождает весы, правящие миром. And around the North Pole, circling all the way around it, is a dragon. А на Северный полюс, как бы смотрящий дракон. And the head of the dragon is aimed right at her stomach. И голова дракона направлена как раз ей на живот. That's what it looks like at night. Так оно выглядит вечером, ночью. We don't know who drew these constellations to start with. Мы не знаем, кто был первым нарисовавшим эти созвездия. They don't look like what they're supposed to be. Они как-то не очень похоже нарисованы. They're very arbitrary. Знаете, там как посмотреть, смотря с какой стороны. People say, "Oh, that's a bear." Кто-то скажет, вообще-то это медведь. Doesn't look like a bear to me. Ну, как по мне, то на медведя не похож. Okay, but somebody decided it was a bear, and it's been drawn that way for the last 4,000 years. Ну вот кто-то 4000 лет назад решил, что медведь такие, и вот так и рисуют теперь. Maybe Noah did it. Возможно, Ной. But the Bible refers to these things in a number of different places, and this is one of them. Но Библия упоминает все это несколько раз, и это одно из этих использований. Okay, this woman is in the sky, and the constellations are around her. Вот эта дева, вокруг нее другие созвездия. If you actually look at where the Virgin is,
the sun moves through and the moon moves through. И если посмотреть место расположения дел, по этому месту проходит солнце и луна. So there would be times when the sun would be where her head is and the moon would be where her feet is. Поэтому будет момент, когда там, где у нее голова, будет солнце, там, где у нее ноги, будет луна. Some people have tried to date the incarnation of Jesus by this. I don't think you should. И некоторые люди пытались благодаря всему этому исчислить, когда же будет пришествие Христа. Я думаю, зря. It's simply a symbol of the heavenly people of Israel. Это просто символ небесного народа Израиля. The woman is Israel, Женщина Израиль. and Israel has been trying to give birth for all these centuries. И Израиль все эти столетия пытается дать это рождение. The dragon has tried to prevent the birth of the Messiah. Этот дракон пытается предотвратить рождение Мессии. He tried to destroy all the boy children in Egypt. Он пытается и в Египте уничтожить всех мальчиков евреев. He tried to destroy all of the boy children in the line of David Всех потомков Давида пытается истребить. during the reign of Queen Athaliah. Во время правления царицы Афалии. He tried to kill Jesus when he was born. Когда Иисус родился, они пытаются его умертвить. Okay, so all of this has been going on. Все это происходило. This dragon has 7 heads. И у этого дракона 7 голов. Okay, he is the heavenly version of 7 empires on the earth. Это небесная версия 7 земных империй. Okay, and he has 10 horns. И у него 10 рогов. He is like a super cherubim. Это как супер-херувим. The cherubim have 4 heads, У херувима 4 головы. and this fallen angel, who was the supreme angel, he has 7 heads. А этот падший ангел, главный ангел, у него 7 голов. He has 7 crowns. У него 7 венцов. He was the original ruler of the angels, Вначале именно он управлял ангелами. and he has rebelled against God and drawn away a third of the stars of the heavens. Но он восстал против Бога и увел с собой 1/3 звезд небесных. He has 10 horns, У него 10 рогов, 10 manifestations of power. 10 проявлений силы, власти. And in that regard, he is a counterfeit of the temple of God. В этом понимании он представляет собой подделку под Божий храм, правление. This is what the temple of God looks like. Вот как выглядит храм Божий. There is an altar, Жертвенник, and it has 4 horns. 4 рога жертвенника. Okay? And then in the temple itself, В самом храме there is a golden altar, есть золотой жертвенник, which also has 4 horns. и там 4 рога. And then in the most holy place is the Ark of the Covenant, В святом святых ковчег завета, which has these 2 cherubim with heads. там 2 херувима с головами. And we learn from Ezekiel chapter 1 that the cherubim stand for the 4 corners of the altar. И Иезекииль говорит нам, повествует нам о том, что они означают 4 рога жертвенника. So these are 2 more horns. Поэтому получается еще 2 рога. Part of what this dragon is, he is a false worship system, То есть это система ложного поклонения. a counterfeit of Подделка. all of the horns of God, Подделка всех рогов Божьих. among other things. Среди всего и прочего. He wishes to set up his own worship of himself Он жаждет установить поклонение себе, before he completely destroys the human race. прежде нежели уничтожить человечество.
Now the entire life of Jesus is given us in verse 5. В 5 стихе мы читаем о жизни Иисуса. Can read that. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. Okay. It says in verse 6 that the woman, who is the Old Testament church, the true church, flees into the wilderness. А 6 стих говорит нам о том, что ветхозаветняя истинная церковь, она убегает в пустыню. That tells us that the Jerusalem where Jesus was born is Egypt. И Иерусалим, в котором родился Well, where Jesus lived was Egypt. Иерусалим, в котором жил Иисус, это Египет. And even though the church continued to literally be in Jerusalem, spiritually she has left this false Egypt of Judaism. И хотя физически она находилась в Иерусалиме, в духовном смысле, они оставили этот ложный иудаизм. And she is in a wilderness of 40 years in between the ascension of Jesus and the destruction of Jerusalem. И вот 40 лет она находится в пустыне. Что это за 40 лет? Это между вознесением Иисуса Христа и разрушением Иерусалима. This is the wilderness period that is heading toward entering the promised land. Это пустынный период, предшествующий вхождению в обетованную землю. Paul uses the same language in Corinthians where he talks about the church in the wilderness being a symbol of the apostolic В church. послании к Коринфянам Павел использует тот же символ, когда говорит о том, что оно является отображением апостольской церкви. We read in verse 7 that Michael and his angels cast out the devil. В 7 стихе мы читаем о том, что Михаил и его ангелы скинули дракона. Michael is the name of Jesus in his angelic form. Михаил — это имя Иисуса в его ангельской форме. So now Jesus, acting as angel of the Lord, casts out the devil. И Иисус, действующий как ангел Господень, изгоняет дьявола. And in verse 9 we have the other 4 names of the devil. И в 9 стихе мы читаем другие имена сатаны. Read verse 9. Давайте прочитаем. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». So, he has 7 heads, У него 7 глав, 7 crowns, 7 диадем или венцов, 7 names. 7 имен. Wormwood, Полынь, Apollyon, Аполеон, Abaddon, Авадон, dragon, дракон, serpent, змей, devil, дьявол, Satan. сатана. Okay? And now there is rejoicing because the devil has been cast down. Поскольку сатана низвержен, этому радость настает, поэтому. We've already seen this mentioned once before when we saw wormwood fall down into the temple and take it over. Когда полынь пала и поглотила храм, мы тоже это видели. Okay. Verse 13. 13 стих. Read that. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. Well, I guess continue. Continue to 14, 15, 16. Давайте мы прочитаем после этого 14, 15, 16 и даже 17. «И даны были жене 2 крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. И пустил змей из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». This is summarizing in symbolic language what we read in the book of Acts. Все то, о чем мы читаем в книге Деяний апостолов, здесь передано символическим образом. Initially there is a witness in Jerusalem. Сперва свидетельство звучало в Иерусалиме.
And then after the stoning of Stephen, there is a great persecution that breaks out. После того, как Стефана забросали камнями, возникло большое гонение. And in Acts chapter 8, the church scatters out. Деяние, 8 глава, церковь рассеялась. But what the dragon tried to do first was kill all the Christians and wipe out the church that way. Сперва сатана пытался уничтожить всю церковь, убив всех христиан. That didn't work. Но не вышло это. So he comes up with a second plan, and that is to poison the church with false doctrine. Поэтому у него возник план Б – отравить церковь ядовитой ложной доктриной. That is what the Judaizing doctrine is. Это и есть учение иудаизаторов. That is the poison water that comes from wormwood in the temple. Ядовитая вода, исходящая из храма полыни. The poison water that comes out of the mouth of the dragon. Ядовитая вода, исходящая из уст дракона. These are two pictures of the same thing. Эти две картины, по сути, передают одну ту же идею. And it becomes the mission particularly of Paul to fight this. И особенно Павел ставил перед собой задачей бороться против этого. Although we also find it in 1 John. Хотя и в первом послании Иоанна об этом мы читаем. He says there are these antichrists who have been sent out claiming to come from us. Он говорит, итак, появилось уже много лжехристов, говорящих, что они от нас. These are the Judaizers. Это иудаизаторы, They're teaching the same doctrine. которые говорят об одной и той же доктрине учений. But it says here that the earth helped the woman, the Jews helped the church. Но земля помогла жене, то есть иудеи помогли церкви. Because the false Jews drank up this false doctrine. Поскольку ложные евреи, они поглотили эту ложную доктрину. And what that means is the Judaism that existed in the Gospels was starting to go bad. Это означает, что иудаизм, который был в Евангелиях, он уже начал портиться. But after this period, Judaism that was left over after the church came into existence, Но после происшедших событий, тот иудаизм, что остался после возникновения церкви, had become a radically different religion. он превратился в радикально отличную религию. That religion is written down in the Mishnah, Эта религия записана в Мишнах. and the commentary on the Mishnah is the Talmuds. И Талмудах, которые по сути комментируют Мишну. It says that when God gave the law to Moses, Там написано, что когда Бог дал закон Моисею, He also gave some even more important information to Moses, Он Моисею дал и другую, не менее важную информацию, which was a secret doctrine. но это тайное учение. And the secret doctrine was passed down only through the voice. И эту тайную доктрину передавать можно только лишь устно. It is the oral law, Это устный закон, the tradition. традиция. Jesus said this tradition came from the devil. Иисус сказал, что это традиция от сатаны вообще-то. It is this tradition that is written down in the Mishnah. И вот эта традиция и записана в Мишне. Very dangerous material. Очень опасный материал. That is the way in which the Jews helped the church by drinking up the false doctrine. Вот как иудеи помогли церкви, утопив эту ложную доктрину. And that helped the church to draw the line. И это помогло церкви провести эту разделительную черту. Well, after Paul has defeated the Judaizers, После того, как Павел получил победу над иудаизаторами, the dragon comes up with one more plan. у дракона возник еще один план. Now we will simply try to kill all the believers throughout the empire. По всей империи убьем всех верующих. We go back to the first plan to kill them all. То есть возвращаемся к первому плану, просто всех уничтожить. Of course, these believers are spread out now throughout the empire. Но теперь эти верующие, они распространились по всей империи. So we will have to pervert the empire and make it desire to kill the Christians. Поэтому нужно перекрутить империю так, чтобы на уровне империи было желание убить всех христиан. Okay. Yes. Да.
12:14 вопрос, что значит время или времен по времени? In 12:14, if we can come back to that, what is time, time and half of the time? Half of a period of 7 years. Половина периода 7 лет. Вопрос, повторяю, для записи, что 12:14 означает время, время и по времени. I had to repeat that for the recording sake. And the answer is half of a period of 7 years, Половина периода 7 лет. which is a symbolic number. Символическое число. The assumption is a full period of time is a week, То есть половина времени означает слабое, or a week of years. или седмица лет, And so или неделя, или седмица лет. this period of Judaizer conflict is spoken of as half of this period. И вот этот вот конфликт противостояния с иудаизаторами описан как половина этого времени, половина There are probably седмицы. some other things too, Возможно, что-то другое тоже. but I have that at least to say. Вот это могу сказать. So now the dragon comes up with his new plan to capture the empire and turn it against God's people. И вот теперь у этого дракона возникает новый старый план настроить империю против христиан, дабы их всех уничтожить. At the end of the book of Acts, the Romans are still favorable to the church. В конце книги «Деяний апостолов» римляне по большей части благорасположены к церкви. That's in around the year 61-62. Речь идет приблизительно 61-62 год. It is in the year 64 that the empire turns against the church. Это в 64 году империя обращается против церкви. So the book of Revelation was written sometime before that, Поэтому книга Откровения должна была быть написана до этого времени, and maybe in around the year 62. возможно, вокруг 62 года. And so now the dragon wants to pervert the beast that comes from the sea. И теперь дракон, он хочет уничтожить, исходя из моря, And he turns that friendly beast into an evil beast. и вот этот зверь, который ранее был дружески настроен, которого пытается использовать дракон, теперь становится свирепым. Read verse 1. Первый стих of 13, right? «И стал я на песке морском», это 13:1, «и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами, на рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные». Okay. This is the same beast that we saw in Daniel, Это тот же зверь, которого мы видели в Даниила, who was stirred up by the winds of heaven. Которого разбудили ветры небесные. Well, now the dragon stands next to the sea and stirs him up again. Теперь дракон, стоя на песке морском, вновь пробуждает его. But now the beast is receiving his idea from the dragon. Но теперь зверь слышит советы от дракона. The 10 horns are the 10 Roman emperors. 10 рогов — это 10 римских императоров. I have them listed in your book. В книжке они вам все перечислены. And the 7 heads refer to the 7 empires that are part of this overall beast. А 7 голов — это 7 империй, которые в целом составляют зверя. He combines together all the earlier forms of the beast. Он говорит о всех предыдущих формах зверя. So he is a leopard and a bear and a lion. То есть и он и барс, он медведь, он и лев. And verse 3, И 3 стих. read that. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелена, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». One of the heads has been slain and it comes back to life again. Одна из голов была ранена, но вновь ожила. Now that is a mysterious statement. Это довольно тайное утверждение. But I think what it means is that Republican Rome underwent a death and a killing and came back to life again as Imperial Rome.
Мне кажется, что речь идет о том, что Рим как республика умирает, но возрождается как империя. If you know Roman history, you know that Rome experienced a civil war for 100 years. Если вы осведомлены в истории Древнего Рима, вы знаете, что там 100 лет шла гражданская война. At the end of this time, Julius Caesar tried to make himself king. В конце этого периода Юлий Цезарь сделал попытку провозгласить себя царем. And he was assassinated. Его убили. And everything was in chaos. И все превратилось в хаос. And then Augustus Caesar took over and became the emperor. И тогда кесарь Август взял все в свои руки и стал императором. I think that's what this refers to. Я думаю, что речь идет об этом. And I think it means that the Israelites were amazed that Rome was back in power. И это означает, что израильтяне удивились, что власть вновь перешла в руки Рима. The earth followed after the beast. И земля пошла за зверем. The Israelites said, "We have no king but Caesar." Помните, Израиль говорил: нет у нас другого царя, кроме кесаря. They stopped having a religion of truth and they looked for a religion of power. Они растеряли религию истины и начали искать религию силы. And so these Jews say in verse 4, read verse 4. И вот эти иудеи в 4 стихе говорят: и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю этому, и кто может сразиться с ним? He has all this power, we should serve and worship him. У него дана вся эта власть, будем служить ему. He can do miracles. Он может чудеса творить. He has the army. У него есть армия. So he's the one we will follow and give all our support to. Поэтому мы за ним пойдем, ему отдадим всю свою поддержку. We see this in Judaism in that they believed that they should be the empire. Мы это видим в самом иудействе. Они этого искали, и они стремились стать вот этой самой империей. They were looking for a political Messiah who would lead them in a war against Rome. Они ждали, не дождались политического мессию, который поведет их на войну против Рима. Because they had converted to the power religion taught by the dragon. Поскольку дракон уже научил их религии силы. Eventually they formed an army and decided they could defeat the Romans and throw them out of the land. В истории так и было. Они отважились на то, что сформировали армию, реша, что смогут изгнать римлян из своей земли. They thought they could defeat the Romans. Они подумали, возомнили, что смогут победить Рим. Big mistake. Глупая большая ошибка. And it didn't work, of course. Ничего не вышло, конечно. Now, it says here that the beast blasphemes against God, И зверь богохульствует против Бога. makes war against the saints, Объявил войну святым. and that the wicked Jews follow him И вот эти нечестивые иудеи пошли за ним for a while. На короткое время. But let's skip to verse 11. Давайте к 11 стиху перейдем. Read verse 11, 12, and 13. Давайте читаем 13 глава, стих с 11 по 13. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел 2 рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена. И творит великие знамения, так что и огонь не сводит с неба, и на землю перед людьми». Okay. Ладно. He is a counterfeit Christ. Это подделка под Христа. He brings fire down from heaven. Огонь с неба не сводит. So he is also the false prophet, the false Elijah. Это лжепророк, лже-Илия. This is a beast that comes out of the land. Это зверь, исходящий из земли. And he has 2 horns. И у него 2 рога. Right? We don't have much time, so I'll just have to tell you the horns are the Herods and the high priests. И у меня нет на это времени, поэтому просто упрощу всем жизнь и скажу. 2 рога — это ироды и первосвященники.
It was the Herods who would appoint the high priest each year. Ироды назначали первосвященника на год. Those are the two powers that are counterfeiting the church. И вот эти две ветки власти представляли собой подделкой под церковь. And they bring about a counterfeit Pentecost. И это было поддельной Пятидесятница. Okay, we'll look at what that is in just a minute. Очень вскоре разберемся с тем, что сие означает. Okay, Ладно. verse 14 and 15. Стих 14 и 15. «И чудесами, которые дано было творить ему перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Okay, he builds something called the image of the beast. Он строит или творит что-то, которое здесь названо образом зверя. What is this image of the beast that is built? Что же это за образ зверя, который здесь мы видим? This is the beast that comes out of the land. Это зверь, исходящий из земли, He serves the Roman beast. служит римскому зверю, So he's the Herods. поэтому это Ироды. What did Herod build? Что построил Ирод? The temple. Храм. And what did the high priest say about the temple? А что первосвященник говорил про храм? We have no king but Caesar. И нет у нас другого царя, кроме Кесаря. So at a spiritual level, the temple На духовном уровне храм is a place of worshiping the beast. это место поклонению зверю, The sea beast. Морскому зверю. Okay. Ладно. And it says the image of the beast speaks И образ зверя говорит, and orders those who don't worship there to be killed. и приказы раздает, чтобы тот, который не поклоняется, был убит. That's what the priests did. Это то, что сделали первосвященники. That's what they're doing at the end of the book of Acts, trying to kill Paul. Это то, чем они заняты последние главы книги Деяния. Они пытаются Павла убить. Now read 16 and 17. И теперь читаем 16 и 17 стих. «И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их и на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, что имеет начертание или имя зверя, или число имени его». Now, we used to think that the mark on the wrist was a purchasing code. Мы иногда себе так думаем, что отметка зверя на правой руке это какой-то код для покупок. Now we know it's a microchip. Теперь понимаем, никакой не код, это микрочип. You won't be able to go to the store, to the producti, without this microchip. Понимаете, в грошере не сходишь, если не будет вот этого микрочипа. Okay? I would like some smetana. Вот я хочу немножечко sour cream купить. Right. Some 15%. 15%, пожалуйста. Тоже 25%. И еще одну And 25%. some 30%. И еще 30%. May I see your wrist? Покажите, пожалуйста, ваше запястье. Oh, sorry. Извиняйте. No microchip. Микрочипа нет. We're calling the priests. They're going to come and arrest you. Сейчас позвоним в полицию, арестуют. No, that's not what this means. Да не об этом здесь речь. God has said in Deuteronomy, you take my law and you put it on your hand and on your forehead. Бог сказал во Второзаконии: возьми закон мой, повяжи на запястьях своих, на лбу своем. He didn't mean they were literally supposed to do that. Не в буквальном же понимании это надо было делать. But he meant that whatever they thought and whatever they did was to be in conformity to his Но law. то, как они мыслят, и то, как они поступают, должно соответствовать его закону. Here again, if you were a first century Jew hearing this text,
you would know that's what this И means. если бы вы были иудеем, живущим в первом столетии, вам сразу же был понятен смысл этого текста. You've heard it all your life. Вы эти слова всю жизнь слышали. You know all about the mark on the forehead and on the hand. Вы знаете, что означает «сделай пометку себе на лбу твоем и руке твоей». It's God's word. Это Слово Божье. Now he says, unless you are mentally and in your actions conformed to the beast, you're not allowed to buy and sell. Но здесь речь идет о том, что если ваш образ мышления и ваши дела не соответствуют образу зверя, тогда вы не сможете продавать, покупать. But buy and sell has to do with worship transactions. Но продавать и покупать тоже не совсем так просто. Оно относится к тому обмену, что происходит при поклонении. So when we see people cast out of the synagogue or cast out of the temple because they don't agree with the Jews, that's what this means. Вот что оно означает. Это те люди, которых выгнали из храма или из синагоги из-за того, что они отказывались поклоняться ложной иудейской религии. It might have had some social impact as well. Возможно, оно влияло и на общественную их жизнь. It may have been that faithful Jewish shopkeepers would not do business with Christians. Возможно, это означало, что владельцы каких-то местных лавочек в буквальном отношении христианам продавать ничего не хотели. But life starts in the church and with worship, and that's the first thing this means. Но жизнь начинается с церкви, с поклонения, и в первую очередь вот что оно означает. Okay, now we come to the number of the beast. И теперь число зверя. And now the number is 666. И число это 666. Any Jewish person hearing that knows immediately what it means. Любой иудей, услышав это число, сразу бы понимал, о чем идет речь. What does it mean? Что оно означает? Sixth day of creation, he says. No. 666. Да нет, You've 666. heard this all your life. Вы всю жизнь это слышали. When you're in church and Sunday He says school. gold. Okay, we'll finish this up. Закончу. No, he says gold. Gold. Золото. Whose gold? Идол Навуходоносор, идол 66. Idol and Nebuchadnezzar. And, You're very ignorant. не осведомлены вы весьма. Solomon. Соломон. 1 Kings chapter 10, verse 14. Третя книга Царств, 10 глава, або перша царів, 10 розділ. Okay. Chapter 10. Verse 14. И стих 14. В золоте, которое приходило Соломону, в каждый год весу было 666 талантов золотых. Okay. We will have lunch now, and I will try to say this in your numbers. Давайте мы оттрапезничаем, и потом я это все переведу на привычное исчисление для нас.